Хайрлы күн, добрый день. Сегодня 27 июня 2025 год. И я сейчас нахожусь в одном из удивительнейших аулов Казахстана, в котором мне посчастливилось побывать. Данный аул находится в Жетысуйской области и расположился он почти в 1030 километрах от областного центра. Отсюда по земле до областного центра ехать почти 17-18 часов. А что самое интересное, данный аул относится к сельскому округу, и центр сельского округа находится на другой стороне этого озера. А позади меня озеро Балхаш. И отсюда, получается, если вы по земле поедете, да, на машине до населенного пункта Көпірлік, показывает почти 1200 километров. Это очень долго, да? Почти 20 часов ехать по земле. А по воде буквально час-полтора. Их работник. Вот так вот добираемся до Карахум аула. Вот. Это называется комфорт плюс. Комфорт плюс? Ну, видишь, как укачивает тебя. Обычно Айбат не ездит на комфорте, да? Только ультима. О, слушай, волны здесь покруче стали, что ли? Кстати, вчера какой хороший день был. 2 лисяна приехала, прикинь. Куда? Ну, за вчерашний день 2 лисяна. Ты про такси? Айбат работает испытателем такси. Не, на самом деле, наоборот, когда хочешь, чтобы лисян приехал, капец. Не приезжает. Не словишь вообще никак. Человек, который в городе катается только на лисянах и зикрах. О. Это его такси. Я просто имею долю в глобальной энергосети. Вот, проплываем мимо. Воу, какие волны. Это остров Тасарал. Вот это я понимаю. Вот. Вот уже, ух ты ж, видим Карахум вон там, на той стороне. Так, все ближе и ближе к берегу. Какая-то растительность появилась. Вода теплая вообще. Цвет такой, знаете, не знаю, такой сероватый, что ли. О, дальше, походу, на машине поедем. Получается, не в сам аул приехали, да? А, на лодке не получится в аул? Из-за ветра, да, короче? Из-за этого мы, короче, пересаживаемся на машину. Но мы уже на другой стороне Балхаша. Нормально? Вот так вот доставляют на остров газ. Вот так вот получается, люди ездят из Карахум в Көпірлік, чтобы заправить газ, баллоны и здесь пользоваться. Вот, ну, короче говоря, вы примерно поняли, да, как люди добираются из центра сельского округа в свой аул. Көпірлік является центром сельского округа. Вот так вот люди делают закуп в Көпірлік и потом приезжают домой. Сказали, что это берег рыбаков, здесь обычно паркуются рыбаки. Вот, берег, кстати говоря, здесь песчаный, такой мелкий, еще и причем черный песок. Вот и мелкие камни есть.
Вот, в этой поездке про озеро Балхаш будет еще несколько выпусков. Это все снимается здесь рядом. Просто разделю их на несколько видео, чтобы было смотреть комфортно и недолго. Такси до аула. У него максимальная скорость 120. Пробег 317 тысяч, или 301 тысяч, непонятно. Капотымыз ашылып кетті. Оның енді ғана болған ба саған? Иә. 12 болып кетті. Вроде подъезжаем уже, вижу недалеко подстанцию. Стал БЛЭП, впереди вижу водонапорную башню. Асфальт пока что не был замечен. Ну, уже вон первые дома вижу. О, дома пошли. Вон там вот школа, мектеп и этаж, да. О, по аулу есть фонари освещения. Машины вот стоят. Дома вот такие спутниковые тарелки. Мәдениеті тойхана, я? Сәкен Сейфуллин атындағы көше. По не самым, так скажем, проверенным данным, в ауле проживает... Вот чайки летают, смотрите, прям, видите. В ауле проживает 300-400 человек. Дороги по аулу не асфальтированы, но есть освещение, видите, по улицам. Вон старая водонапорная, только что проехали новую водонапорную. Вышка связи. Красота, вон открывается, видно Балхаш. Прямо на берегу находится. Уникальный аул, конечно, вообще просто удивительный. Особенно местонахождение его. О, смотрите, это местная растительность, такие, знаете, типа деревяшки, что ли, какие-то кустарники. Походу используют как, ну, для разжигания костра, огня, вообще в целом для отопления, наверное. Газовых труб по аулу не заметил. Вот такая вот лодка стоит тут. Вот, если вы смотрели выпуск про Көпбірлік аулы, уже есть на канале, то этих лодок там очень много. По поводу стоимости перевозки с Көпбірлік до Судова, да, до Каракум аула, то это, короче говоря, на лодке нам сказали, что стоит примерно 10, 15, 20 литров бензина. Видимо, в зависимости от того, сколько человек и что вы везете. Вот, если так считать, то 10 литров бензина, к примеру, да, 92-го, сейчас в Казахстане стоит 2130 тенге. 20 литров, соответственно, 4000 тенге. Ну, примерно так, да? Получается 4000 тенге за 1 час и 20 минут на лодке. Это и то из-за того, что сегодня непогода. Видите, волны, прям ветер. Мы шли против ветра, это было очень тяжело. Вот, полностью все мокрые, кстати говоря, обрызганные водой. Вот, но добрались. Я в этот аул хотел попасть еще с прошлого года. Не, подождите, в этом году же я был в Көпбірлік, получается. Вот, после того, как Көпбірлік посетил, хотел сюда попасть. Уже даже планировал сюда приехать, но на машине. Потому что я не видел, как бы, так скажем, возможности поехать на лодке. И думал сделать круг и приехать на машине.
Есть вот такой вот Тойхана, местный клуб. Надпись такая красными буквами на синем фоне. Тойхана. Территория такая. Фонари тоже есть. Тоже вид открывается на озеро Балхаш. Красота. Вот. А это, видимо, местный клуб, я так понимаю. Мәдениет. Вот. Также здесь есть вот памятник Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне. Памятник Вов. 1941-1945. Памятник сделан, ну, как-то бюджетно. Не знаю, каких годов. Вот. А это, походу, Мәдениет или клуб. Или, как называется, еще Дом культуры. Но он такой немножко обновленный. Большой ремонт есть, присутствует. Окна заменили. Вот. Но асфальтированной дороги я пока что не нашел. Местные жители также поделились, что данный аул был построен в связи с тем, что здесь был рыбзавод в свое время, а потом он перестал существовать. Но местные жители до сих пор рыбачат и как бы на этом и живут. А я спросил, что ну почему как бы отсюда не переезжают. Ну, говорят, то, что уже как бы родные края, вот, здесь живут, здесь работают. Также, кстати, здесь недалеко есть населенный пункт Саяк. И там есть шахты. Вроде как там добывают медь, золото и что-то еще такое. Абай Құнанбаев атындағы көше, Камила магазин дүкен. Так, асфальтированные дороги пока что не замечены. Здесь ловит сотовая связь Теле2, Актив и Билайн. Но почему-то на Теле2 у меня не ловит интернет. А так отсюда показывает по навигатору до Алматы, именно отсюда по земле 890 километров. А по времени 16 часов. Вот здесь есть у них свой берег. Есть лодки. О, есть даже эти, оказывается, заброшенные лодки. Старые лодки есть. Есть функционирующие лодки. Здесь, короче говоря, в основном живут рыбаки. Вот. И если я не говорил ранее, то вот еще недалеко находится Саяк, где добывают медь, да? Там работают еще в шахтах, сказали. Тоже. А до Саяк, кстати, ехать сказали час. Примерно 50-60 километров. Тоже сказали, нет асфальта. Полевая дорога. Вот тут вот дети купаются, есть берег. Берег здесь получается камни, такие вот лодки. Да, берег каменистый, камни крупные. Здесь, смотрите, берег, песок. Вот, знаете, мелкие камни, песок. А здесь камни большие прям. Если смотреть по картам, то этот аул, можно сказать, ближе находится к Караганде, то есть городу Караганды, Карагандинская область, нежели к Талдыкоргану, если так посмотреть, да, по сути. Я просто удивлен, как бы, как так получилось, что этот аул относится к Талдыкоргану, а не к Караганде. Просто, если так смотреть, просто я карты покажу, потом геолокацию скину, посмотрите сами. Мы реально находимся на другой части Балхаша. А так-то, благодаря... Здесь еще вот жители рассказывают, что Карагандинская область здесь буквально вот где-то здесь за школой начинается. Или на школе начинается. Почти притык получается, аул находится на границе. Даже документы переоформляют. Шохан Уалиханов атындағы көше. Тоже улица не асфальтированная.
Получается, по аулу есть почти все удобства, кроме асфальтированных дорог. Ну и добираться сюда сложно. Здесь вот автомобиль на карагандинских номерах. Ну, лодочка есть припаркована. О, магазин еще один. Так, а вот и школа. Походу школа отапливается углем. Вон там вот котельная стоит, труба. Школа двухэтажная. Там дальше, видать, футбольное поле, а там дальше кладбище. Здесь тоже есть уличное освещение. Еще сказали, что там где-то находится медцентр местный. О, на территории школы есть памятник. Хош келдиңиздер. Ага. Памятник. Вечный огонь место. Есть скамейки вот такие. Вот, Отечественная война, 41-45 года. Алгазы өңірінен Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер тізімі. О, кстати, здесь недалеко есть остров Алгазы, написано было на карте. Вот перед школой имеется вот такая растительность. А? Так подумать, по идее, пиздец. Сколько им лет, да? А до сих пор стоят. Этим стульям? Да, они старые реально. Очень старые. Нашли здесь камеру. Вот тут столб стоит, камера. Камера смотрит на футбольное поле и на кладбище. Школа здесь, оказывается, стоит не начальные классы, а орта мектеп, средняя школа. То есть размеры приличные. Вот даже сюда приезжают туристы. Видите, 72-й регион Российской Федерации. О, там даже еще есть этот, дубайские номера. Прикольно. Да, Юпитер 5 Мотоцикл Юпитер, что ли? По-моему, да. Блин, не различаю их вообще никак. А, нет, Урал, вот. Урал? Да. Ну, кажется, Урал. Нет, тогда Урал. И вес раритет. Ну, дома здесь есть прям однотипные такие, видно, что в одно время строились. Интересный такой дом длинный, так кажется, на 4 хозяина. Также люди поделились, что до города Балхаш отсюда ехать 4 часа на машине или 3 часа на поезде. И вроде как еще сюда они интернет, связь тянули, говорят, с города Балхаш. Я так понимаю, свет тоже. Не, похоже на медцентр. Типовое здание медцентра. Вот там, кстати, детская площадка есть. Пойдем, пойдем. Здесь вот есть детская площадка. Вот перед этим зданием. Каракум ауылының медициналық пункты. Да, новый медпункт. И перед ним детская площадка есть. Частично новая, частично старая. Ну, таких качель сейчас, кажется, нигде нет уже. Давно не видел. Почему неправильно? Солнышко не сделаешь. Да, кстати, раньше делали солнышко на качелях. Тест-драйв новых сандалий Тева или Тива проходит успешно. Вот такой вот удивительный аул. Удивляет своим расположением, местонахождением. Кстати, помимо рыбного промысла, также здесь еще держат домашний скот. Вот, к примеру, коровы идут. Вот. Но сказали, ничего не выращивают. Держат скот и рыба. Вот такой вот устанавливали, как в городе.
Раньше какой-то автобус был или что это? Сейчас это забор. Так, вышли вот какая-то территория, ограждена забором бетонным. Такое большое здание есть. Видимо, может быть, это и был раньше рыбзавод. Вот, местные жители рассказывают, что в свое время сюда пришвартовывались баржи, 50-60 тонн привозили рыбы. Вот, а потом уже со временем, с появлением завода, появился этот аул. То есть это для сотрудников строилось. Здесь тоже вот на берегу есть корабли стоят, техника стоит, там какое-то свое озеро даже есть, видите, отделено от Балхаша. Конаев Кушесикен, улица Конаева. Вот такое вот здание, наверное, это, не знаю, какой-нибудь либо офис, может быть, этого рыбзавода был или что. Но здание закрыто, были таблички, таблички не сохранились. Ничего ты его воткнул, обалдеть. Смотрите, что на заборах. Здесь этот якорь и руль от лодки. Вот такая вот территория. Короче, морская тема. Когда-то была. Прикольно, здесь стоят два знака о том, что мусорить нельзя. На желтом фоне и на синем фоне. Штраф 20 тысяч тенге. Су. Какая-то старая баржа, что ли, непонятно. Буханка. Это буханка разобранная, походу. Это тоже буханка, да, походу? Это перед, перед, да. Вернулись на улицу имени Абай-Акнамбая. Вроде нормальная, да? Местная охрана магазина Камила. Вроде дружелюбная. Ну да, вроде пропускает. Проходи. Ты давай первый. Чайный центр. Поселок Алмалы-Бак, Карасайский район. Бодрость. Впервые видим. Какао 600 тенге. Альтернативный, что, советский или Карты 350. или натурма? Білмеймін деші. Дұрыс. Болмайды. Бір литрден 5 бутылка бересіз ба? Ага. Вот есть мыло Lexi, Royal Lexi, сделано в Индонезии. Все, сделали кассу в магазине. Всякого разного взяли. Теперь главное объявить всей деревне о том, что здесь бесплатно все раздаем. Короче, мы выкупаем у вас магазин, вся полиция приедет, вы что тут делаете? Мы, короче, купили, сейчас направляемся дальше обратно на остров Тасарал. Ну, про это будет отдельное видео на канале. Ой, нах, скиптрона прям. Хочет играть прям, ух, ух, ух. Он не определился. Отдельная собака должна быть. Это даже в территории другой собаки, да? Ага.
Так, идем в соседний другой магазин теперь. Ну что ж, вот так вот мы прощаемся с аулом Караком и потихоньку возвращаемся обратно. А вот и лодка. Дайте раскачка. Бер, ика, уш. Оба. Оба. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.